Сегодня готовлю невероятно вкусный шоколадный брауни с кабачком. Это именно тот секретный ингредиент, который делает брауни особенно сочным. Насыщенный шоколадный вкус, влажная текстура и аппетитная шоколадная глазурь сверху. Обязательно попробуйте, это так вкусно. Для рецепта мне понадобится выпекать пирог я буду в разъемной форме, диаметр 22 сантиметра. Дно выстелила пергаментной бумагой. Шоколад и сливочное масло растоплю в микроволновке. Можно это сделать и на водяной бане. Включаю микроволновку короткими импульсами, примерно по 15 секунд, каждый раз хорошо перемешивая. Для моего рецепта я использую шоколад с содержанием какао 65%. Чайную ложку черного растворимого кофе залью столовой ложкой горячей воды. Кофе сделает шоколадный вкус глубже и насыщеннее. Выливаю кофе в шоколад. Теперь добавляю сахар. Я использую тростниковый, можно использовать и белый. Перемешиваю и добавляю 2 яйца среднего размера. Тесто здесь очень простое, миксер не нужен. Добавляю щепотку соли, вливаю растительное масло без запаха и добавляю чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И теперь пришло время добавить наш самый секретный ингредиент. Это кабачок. Можно использовать, как у меня, молодой цукини. Натираю цукини на мелкой терке. Если хотите, кабачок можно очистить от кожицы. Кабачок в брауни – это секрет супер влажной текстуры. Он делает брауни очень сочным и мягким. И дает такую нежную сочную текстуру. Он не чувствуется в тесте. Отжимать кабачок не нужно. Мы используем его прямо вот с этим соком. Добавляю все в миску. Перемешиваю. И теперь буду добавлять сухие ингредиенты. В сито всыпаю муку, какао и добавляю пол чайной ложки пищевой соды. Немного все перемешиваю прямо в сите. Если хотите, можете отдельно перемешать в какой-то миске. И все просеиваю. Соду ничем гасить не надо, она прекрасно гасится в тесте с какао и шоколадом. Хорошо все перемешиваю до однородности. Вот такое шоколадное тесто получилось. Выливаю его в подготовленную форму и отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Брауни запекался у меня 30 минут. Не пересушивайте его в духовке. Зубочистка должна выходить чуть-чуть влажная. Видите, он хорошо поднялся. Значит, уже пропекся. Аккуратно прохожусь ножом по краю формы и открываю ее. Вот такой великолепный получился, очень нежный, мягкий и сочный. Оставляю его остывать. Можно переложить его на решетку. Для приготовления шоколадной глазури мне понадобится. Приготовлю шоколадную глазурь. Это, конечно, тоже по желанию. В шоколад я добавляю сливочное масло и добавляю растительное. Растоплю все в микроволновке короткими импульсами, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. Не перегревайте шоколад, чтобы он не был слишком горячим. Я сейчас шоколад перемешиваю, он здесь доплавится сам. Выливаю глазурь сверху на корж. Слегка ее разгоняю лопаткой, делаю небольшие подтеки. Оставляю глазурь немного застыть. Можно отправить ненадолго тортик в холодильник. Идеально к чаю, кофе или просто когда хочется чего-то очень шоколадного. Если любите влажные шоколадные десерты, обязательно попробуйте. И напишите в комментариях, догадались бы вы, что внутри есть кабачок. Потому что ни по виду, ни по вкусу он там не ощущается.